Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы поговорим о порче, которая сделана на работу. Дело в том, что это касается каждого человека, потому что в нашем окружении, как правило, не всегда есть добрые и хорошие люди. Как же снять порчу, сделанную на работу, друзья, далее более подробно в этом видео. Вы знаете, хотим мы этого или нет, но многие люди, которые находятся в нашем окружении, даже самые-самые близкие, не являются исключением и завидуют нам. Они не желают прикладывать усилий для того, чтобы выбрать свой путь, решить, что важно для них и чего больше всего им хочется в этой жизни. И начать двигаться в выбранном направлении и достигать своих успехов, покорять для себя новые ступеньки. Им это просто не интересно, так как на это нужно тратить силы, энергию, а проще простого сидеть и думать, что кто-то виноват в их бедах и в том, что имеет в данный момент больше, чем они могут себе позволить. Такие люди не пытаются даже задуматься о том, что человеку на чем-то месте они хотели бы оказаться. Пришлось много в свое время потрудиться, и то, что у такого человека сейчас есть, не досталось ему просто так. Эти люди не только несут в себе разрушительную энергетику, которая разрушает их самих изнутри, и из-за того, что в их жизни в такой период появляются проблемы, они еще больше злятся и стараются больше и больше в этот период навредить вам. Прибегают к сильному разрушительному энергетическому влиянию, которое называется порчей. Из-за чего у человека, на которого оно нацелено, начинаются серьезные жизненные проблемы, которые полностью меняют его жизнь в плохую сторону. Притягивают беды, проблемы, неприятности. Все начинается с той сферы его жизни, на которой сделана порча. Но со временем начинает затрагивать и остальные этапы сферы его жизни, разрушая все больше и больше день изо дня. Очень важно вовремя отреагировать, провести сильную практику, которая способна вернуть все в прежнее русло. Ведь если этот момент упустить, то, перейдя за черту невозвратности, человек уже не сможет вернуться к былой жизни, восстановить свое энергетическое поле и остановить все неприятности, которые будут из одних переходить в другие, и конца и края этому не будет. Чаще всего порчу наводят на деньги, на семью, на работу. И в этом видео мы поговорим о том, как определить, что на вас сделана порча именно на работу, так как это происходит часто. Если вы успешный, подающий надежды специалист или успешный бизнесмен, человек, имеющий свое дело, вы имеете хорошую и высокооплачиваемую должность, у вас все идет хорошо и по плану, и в один день, проснувшись, вы понимаете, что вам больше это все не интересно. Вам не хочется, чтобы было как ранее. Вас не интересует, что происходит вокруг вас, и вы даже сами перестаете верить в свои силы. Вы не хотите больше двигаться вперед, покорять новые вершины, что-то изучать, и со временем вас начинает одолевать сильная усталость, что переходит в апатию. Вам даже в какой-то момент хочется бросить все. Не интересует больше финансовая сторона. Возможно, вам даже хочется постоянно спать и лень даже двигаться. В таком режиме ваша нервная система быстро дает сбой. Вам не хочется уже ни с кем разговаривать, вам не хочется ни с кем встречаться. Вас даже злят люди и их присутствие. Вы больше не можете проводить сделки, так как не знаете, как контролировать свои эмоции и как общаться с этими людьми. Вы не можете больше выполнять работу, которая ранее приносила вам удовольствие, которую вы посещали с радостью. Со временем вы даже забрасываете контракты и работу, над которой вы работали на протяжении долгого периода времени. Вы постоянно допускаете и ошибки в работе, которая связана с цифрами, со счетами. Это приводит к тому, что у вас начинаются и денежные проблемы. Вы перестаете выполнять повседневную работу. Она накапливается день изо дня, чем создает вам много проблем и неприятных ситуаций.
И вы же не можете ответить ни себе, ни окружающим на такой простой вопрос. А что же привело к тому, что это все сейчас происходит в вашей жизни? Ваша голова постоянно занята какими-то неприятными мыслями, которые вам уже мешают спать по ночам, что в результате приводит к сильным проблемам со здоровьем. В этот период может настичь такое отчаяние, что начинаются проблемы и с алкоголем. Появляются и другие вредные привычки, которые приводят к проблемам в семье. Если что-то из этих признаков есть у вас, нужно срочно проводить практику, которая избавит вас от порчи, иначе она просто разрушит вашу жизнь. Обязательно хорошо обсмотрите первым делом, особенно все свои вещи и предметы на работе. Не пропускайте ничего, так как подклад могут положить даже между рабочих бумаг, под вашим рабочим столом, стулом, в батарее, в том кабинете, где вы работаете, в горшке с вазоном, в шторе и даже воткнуть где-то в стену кабинета. Если вы найдете иглу, булавку, гвоздь, волосы, узелок с каким-либо наполнителем, рассыпанную соль, мак, землю, шерсть, яйцо или скорлупу или еще что-то подозрительное, чего ранее вы не видели, так и знайте, это предмет, на который на вас навели порчу. Нужно срочно выйти в магазин и купить пачку с солью, 2 белые свечи, перчатки или пинцет. Придя в кабинет, закройтесь или сделайте так, чтобы вас никто не видел. После этого зажгите 2 свечи, установите по их обе стороны найденного предмета и сверху этот предмет посыпьте солью. При этом проговаривайте следующие слова. Соль, посылы негатива сильного вбери, от моего рабочего места и меня их убери. Затем берете предмет, который вы нашли, только помните, берем не руками, а пинцетом. Держите его сначала над одной свечой, а затем над другой. Проговаривайте такие слова. Нашу связь с помощью огня с этой вещью или с этим предметом разрываю. Весь негативный посыл тому, кто его прислал, возвращаю. Проговорив эти слова, заверните в белый лист бумаги и воском сделайте на этом свертке 3 круга, проговаривая следующие слова. Все зло, что в жизнь мою пришло, в этот сверток собрала, воском его запечатала. Свечам дайте догореть. Соль соберите и смойте под проточной водой. Из пачки та соль, которая останется, также смойте. А свечи и сверток вынесите пока подальше от вашего рабочего места, от вашего кабинета, офиса и выбросите. Также выбросите там, где меньше ходит всего людей. Придя домой, сделайте следующий отвар. Щепоточку крапивы, щепоточку лаванды или 5 веточек лаванды, также трава мелиссы, корка 2 лимонов и 3 щепотки соли. Все это заварите и пусть настоится на протяжении часа. Затем, когда будете купаться, вы можете вылить настой в ванну или, как вариант, просто ополоснуться ним. При этом проговаривайте такие слова. Биополе силой наделяю, его восстанавливаю, все плохое с этого момента из жизни моей прочь уйдет, а жизнь прежняя, наполненная положительными энергиями, придет. После проделанного, независимо от времени, идите спать. Проснувшись, вы ощутите значительное улучшение. Вас вновь начнет интересовать то, что происходит вокруг. Появятся былые желания и захочется вновь добиваться поставленных целей. Через 3 недели искупайтесь еще раз в таком отваре и еще раз повторите то же самое вновь через 3 недели. И очень скоро прежняя жизнь вас возобновится. Но, конечно же, бывает и такое, что, осмотрев ваше рабочее место, вы не найдете то, на чем на вас навели порчу. Через что? Тогда нужно обратиться к старинному ритуалу, который пришел к нам от предков. Его нужно проводить обязательно в первой половине дня, но на убывающую луну. Поэтому посмотрите в лунном календаре, когда убывающая луна. Для этого ритуала вам понадобится 3 свечи красного цвета,
соль, которую нужно будет купить вечером перед проведением ритуала. Далее эфирное масло апельсина и 15 веточек лаванды. Далее выйдите на улицу, но так, чтобы вам никто не мешал. И перед собой установите в ряд 3 свечи. Далее намажьте эфирным маслом по центру левой и правой ладони. Сверху на масло насыпьте соль, но не струшивайте. Далее подожгите лаванду и окуривайте ней себя и переступайте 7 раз туда-обратно через свечи. При этом проговаривайте следующие слова. Через линию из огня переступаю, негатив сильный с себя убираю. Силой лаванды биополе свое очищаю. Эфирным маслом энергетические каналы отворяю. Энергии сильные ко мне придите и жизнь мою прежнюю верните. Проговорив эти слова, положите лаванду слева от себя и затем развернитесь к свечам спиной. Берите в правую руку соль и трижды в большом количестве кидайте ней над своей головой. При этом проговаривайте такие слова. Соль, все плохое, что вокруг меня скопилось, убери, и с собой унеси, а злые посылы их хозяину возврати. Дождитесь, пока свечи догорят, и уходите домой, ничего не трогая. Только если останется соль, нужно будет ее по дороге выкинуть. Далее, придя домой, зажгите уже свечу любого цвета. Возьмите ее в левую руку, а правой полейте трижды на себя холодную воду в душе, чтобы она смочила все, начиная от ваших волос и до ног. При этом проговаривайте следующие слова. Сильная энергия огня и воды переплетитесь, своей силой со мной поделитесь. Пусть все плохое прочь уйдет, а на его место что-то светлое придет. Проговорив эти слова, свечу оставьте, но не тушите. Можете искупаться или просто обтереться. Свечу проносите с собой до тех пор, пока она не догорит. После того, как искупаетесь, выпейте чай из ромашки. Съешьте ложку меда и проговорите такие слова. Прежнюю жизнь ожидаю, биополе свое укрепляю. Положительные энергии ожидаю. С этого дня все, что пожелаю, вновь обретаю. Проделав это, вы сразу начнете чувствовать себя намного лучше. Появится интерес к жизни. Вы сможете ощутить прилив энергии и будете готовы вновь к прежней жизни. На протяжении 3 дней пейте чай из ромашки и съедайте по ложке меда. Это поможет укрепить ваше биополе. Очень скоро вы вернетесь к прежней жизни, в ней начнут происходить приятные события. Ваша жизнь наполнится вновь хорошими моментами. У вас появятся новые интересы, воплотив которые вы действительно сможете многого добиться. А вот ваш недоброжелатель быстро проявит себя, и вы в течение 3 дней увидите его, как он крутится возле вашего рабочего места, пытаясь понять, что же пошло не так и почему у вас все как прежде. А вот он находиться возле вас не сможет, ему будет становиться некомфортно. В жизни его начнутся проблемы, она наполнится его жизнь определенными неприятностями. Но ни в коем случае, если вас кто-то будет спрашивать, как вам удалось избавиться от тех или иных неприятностей, не рассказывайте об этом, так как ваш недоброжелатель может воспользоваться этим и убрать негатив из своей жизни. И вы таким образом значительно упростите ему задачу. И вообще, старайтесь никогда и ни перед кем не хвастаться, чтобы не провоцировать людей на зависть, на злость и на желание вам навредить. Ведь недаром говорят, что все, что происходит в вашей жизни, должно беспокоить и волновать только вас. Что чем меньше окружающие люди о вас знают, тем меньше вреда могут вам принести. Проводите вовремя энергетические чистки, выставляйте себе защиту от такого сильного и разрушительного негатива, как порча, и такими действиями вам удастся себя обезопасить от ненужных для вас неприятностей, для того, чтобы потом не пришлось убирать последствия того, что этот негатив принесет в вашу жизнь. Если на каком-то этапе вашей жизни что-то пошло не так,
пожалуйста, никогда не опускайте руки, а постарайтесь найти первопричину. Это простое правило, но придерживаясь его, у вас действительно все всегда будет хорошо в жизни. Помните о том, что все только в ваших руках, и вы способны управлять своей жизнью, как только пожелаете. Друзья, мы надеемся, что наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал. Ссылка на телеграм-канал в описании к этому видео. Также, друзья, обязательно ставьте лайк этому видео и поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Ну а прямо сейчас на экране видите два прямоугольника. Это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам больше интуитивно интереснее. И смотрите, скорее всего, там подсказки и советы, рекомендации от высших сил для вас.